Как только меловка схватится, чуть-чуть подсохнет, она станет более устойчива к повреждениям. Нам важно, чтобы она не повреждалась, не сдиралась об стол. Когда мы перевернем лист, все, можно делать раскройку. Здесь хочу сделать важное замечание. Приоритетное расположение заготовок нужно ставить в ширину листа, то есть полоски мы будем располагать вот так. В эту сторону лист сгибается, сворачивается гораздо легче, чем в длину листа. Действуем по схеме, которую мы сделали в предыдущем уроке. Нам сейчас нужно отрезать две полоски размером 100 на 700 мм и после отрежем вдоль листа еще одну полоску шириной 40 или 50 мм. Из этих двух полосок размером 100 на 700 мм мы сделаем шаблоны. Вот эта полоска нам пригодится позже. Вот эту оставшуюся часть листа нам нужно положить на ровную поверхность и накрыть каким-нибудь грузом, чтобы она не свернулась при высыхании. В дальнейшем мы из нее будем вырезать диски для крышек и донышек коробок. На эти две заготовки распылителем нанесем воду. Смочить их нужно так, чтобы сделался ровный бурый цвет, без проступания сухих участков. Только без фанатизма. Не нужно делать так, чтобы заготовки лежали в луже. Сильно размокший картон может расслаиваться. Кстати, не делайте это на ДВП. Она от контакта с водой придет в негодность. Картон пропитался и стал пластичным. Теперь его можно свернуть в рулон, при этом не боясь переломить. В итоге нужно получить ровный цилиндр, и чтобы придать заготовке правильную форму, накрутим ее на трубу. Вместо трубы может быть любой другой цилиндрический предмет. Главное, чтобы его диаметр совпадал с диаметром, который мы хотим получить. Или же был бы меньше этого диаметра. Шаблон будем делать диаметром 180 мм. Диаметр шаблона делаем примерно на 20 мм меньше диаметра коробки. Это значение приблизительное. Не нужно его вымерять до точности. Вот я выставляю диаметр цилиндра на 180 мм и фиксирую струбцинами. Как видите, струбцины лишними не бывают. Там, где не хватает рук, на помощь приходят они. Также накручиваем вторую заготовку. При накрутке обращаем внимание вот на этот нахлест. В этом месте картон может переломиться. Чтобы этого не произошло, нужно либо очень сильно натягивать картон, либо наоборот, слабо, чтобы не получился резкий переход. Картон также может переломиться, если он недостаточно увлажнен. После того, как сделали нужный диаметр шаблона, его необходимо высушить. Для сушки лучше всего его фиксировать обычными бельевыми прищепками. У них маленькая площадь зажатия, и в отличие от струбцин, они не будут деформировать круг. После того, как заготовки подсохли, приступаем к сборке шаблона. Обрезаем бумагу, которая мешает. Выставляем еще раз нужный диаметр 180 мм и отмечаем карандашом. Мне удобно клеить таким способом. Наношу клей на одну из склеиваемых поверхностей. Затем соединяю обе части так, чтобы клей остался и на второй поверхности. Тут же разъединяю их и даю подсохнуть около минуты. Потом соединяем склеиваемые части по отметке и сильно прижимаем. Чтобы усилить прижатие, в местах склеивания прокатываем колесиком. Чтобы усилить шаблон, внутрь вклеиваем вторую деталь. Вклеиваем ее в стык, так чтобы она являлась как бы продолжением первой части. По всей площади приклеивать детали не нужно, клеим только возле стыка.
Второй конец заготовки фиксируем струбциной. Теперь наша задача обмотать скотчем всю поверхность шаблона. Начинаем с места нахлеста. Этот нахлест в дальнейшем играет большую роль, поэтому его форму нужно оставить такой же, без изменений. То есть скотч должен повторить его контур. Чтобы освободить струбцину, фиксируем скотчем неприклеенную часть. Теперь обернем всю поверхность цилиндра. Начнем с краев, затем перейдем на среднюю часть. Обматывать скотчем нужно с натягом, чтобы усилить эффект армирования. На металлический цвет скотча не обращайте внимания, просто мне такой попался под руку. Обычный прозрачный скотч для этого также отлично подходит. В итоге получается вот такой шаблон. Здесь важна не сколько аккуратность, как натяжение скотча. В шаблоне главное, что у него ровная и правильная форма. Если нужно сделать шаблон диаметром больше 220 мм, нам придется резать лист картона вдоль. В этом направлении, как мы помним, он сворачивается хуже. Принцип скручивания такой же. Здесь главное закруглить края предметом маленького диаметра. При скрутке лучше подкладывать планку из картона, как это делаю я. Так края получаются ровные. После того, как края заготовки закручены, можно приступать к формированию нужного диаметра. При изготовлении шаблона для высоких коробок от 150 мм и выше, в месте нахлеста при скрутке подкладываем планку из картона и дополнительно фиксируем бельевой резинкой, помимо прищепок.